Я замкомандира батальона по вооружению, позывной Тимофеевич. Расскажите, пожалуйста, немножко историю батальона «Патриот». Ну, он не как батальон сначала организовывался. Мы сначала были группа специального назначения. Документы были подписаны об организации этой группы 28 апреля 2014 года. Вот. Командиром группы был Федор, по позывной «Патриот». Мы с ним воевали до тех пор, пока, скажем так, погибли. Группа изначально занималась охраной митингов, шествий, всех вот этих протестных мероприятий, чтобы не было провокаций, чтобы люди там, сами понимаете, были трудные времена, поэтому нам приходилось заниматься охраной. Когда только появились в округе Донецкой, в наших тут краях ВСУ, вот, мы просто перешли, уже набрали людей, мы стали ротой специального назначения, занимались уже, тогда были, принимали участие в боевых действиях. Определенную позицию у нас не было, чтобы мы на фронте заняли позицию и занимали именно эту позицию. Мы выезжали по мере трудных участков, мы туда выезжали, помогали останавливать продвижение войск ВСУ или отрядов ВСУ, как там их называют, я не знаю, это их структура. Ну и в 2015 году, 2014 году, 12 апреля, января была организована у нас гвардия республиканская. Мы уже как батальон вошли в состав гвардии. Были, пока гвардия, до того момента, пока она существовала, мы были в гвардии, занимали позиции. Уже нам давали позиции боевые, охранения, мы были в нескольких местах, скажем, в летний, осенний период мы занимали позиции, потом нас выводили на отдых, и потом опять заходили уже на другие позиции. В 2016 году мы вошли в состав полка специального назначения. И вот с тех пор мы, как батальон, в составе полка специального назначения находимся. Расскажите, пожалуйста, больше о командире, об основателе подразделения. Я с ним, с первых дней участвовал в организации батальона, все. Звали его Федор, фамилия Муштранов, молодой человек, мастер спорта по боксу был, очень, позывной у него был «Патриот». Он действительно был патриотом нашего края. Он не мог усидеть ни одного дня на месте, если вдруг где-то что-то, были какие-то трудности в обороне. В общем, он за время, мы организовали группу в апреле 2014 года, он погиб 13 февраля 2015 года. Вот за неполный год мы с ним сделали более 300 выездов на линию фронта. Не было такого дня, чтобы мы не участвовали в этих и боевых действиях, и в охранных действиях. Наводили порядки, особенно поначалу, когда все это началось. Мы были больше по городу. Ездили, были у нас автомобили. Была, скажем так, введен комендантский час. Во-первых, это нужно было соблюдать. Ну и во-вторых, как вы знаете, люди не без греха. И выпивают, и всякое было. Приходилось применять меры к таким людям. После наших рейдов иногда их, как говорится, забирали к себе на неделю на перевоспитание трудовое. Они сами просились, оставались у нас в подразделении, выходили из этих людей очень неплохие бойцы. Вот среди
погибших, и даже есть у нас такие ребята. Командир был требовательный, жесткий, но ни в коем случае не жестокий. Его команды у нас выполнялись безоговорочно всеми. Что бойцами, что офицерами. Ну, обладал очень высоким авторитетом подразделения. В тот момент, когда он погиб, он не должен был туда ехать. Вот. Но он сказал, я поеду именно туда. Он погиб у нас в Логвиново. 12 февраля был подписан документ о Минских соглашениях вот этих. А 13-го у нас целая группа ребят, 8 человек, за один момент погибли там. Вот как-то так. На данный момент мы подчиняемся полку специального назначения. Вот. Это полк подчиняется главе республики. Хотя все равно мы уходим в Министерство обороны. Это, без этого никак. Он не может иметь свои личные подразделения.